Здравствуйте, уважаемые зрители. Вышел дедушка Владимир Владимирович, почитал с бумажки. Все хорошо, не переживайте, все строго по плану. Подписывайтесь, комментируйте, не переключайтесь. Понятно, что на экономических темпах сказывается целый ряд факторов, включая и внешнее давление, и террористические атаки на объекты промышленности, инфраструктуры. Разумеется, критических последствий от таких атак нет, не было и быть не может. Нету никаких критических последствий. Все просто под контролем. Ничего не происходит. Ничего не произошло. Сейчас мы спросим очевидцев этих событий. Скажите, что произошло? Ничего. Скажите, как это произошло? Вот так. Я сегодня утром пришел, смотрю, ничего не произошло. Народ сразу народ толпил. Я внимательно присмотрелся, смотрю, ничего не произошло. Как-то так происходят новости на России. Что на самом деле? Вот сейчас пришел в Ашан, Марьино, Москва. Видите, полка с хлебцами вообще пустая. Там, где обычно выкладка со свежими фруктами и овощами, посмотрите, сплошные коробки с чипсами. Ничего критичного. Чипсы ж с овощами, с лучком, с перчиком. То есть они из-за отсутствия бензина не смогли подвезти даже свежих фруктов. Идем на другой ряд, там, где должны лежать фрукты свежие. Вся еда. Фрукты консервированные. Плюс-минус то же самое. Импортозамещение работает. Она консервированная, то, что может долго храниться. Вот сейчас бензин закончится, тут без всякой бомбежки продовольственных складов. Они еду просто привезти не смогут. Свежая птица, полки наполовину пустые. Хлеб где? Вот лаваш тоже. Только часть наименования присутствует. Еще один вопрос, который возникнет, это вопрос возвращения наших ребят с линии боевого соприкосновения после окончания специальной военной операции. Представляете, сколько насильников, убийц, мародеров вернется на Россию? Вот это, я понимаю, будет движуха. И много людей, их трудоустроить нужно, и они со здоровыми амбициями У них там такие здоровые амбиции. придут и так далее. Кто сдох, тот лох. Это формулировка фронтовая. Так. Коц – это пропагандист России. Кто сдох, тот лох. Вот это я понимаю. Относится к своим воинам. Молодцы. Так держать. На войне говорят, реально так на войне говорят. 14:50 по Москве. Пробка перед российской границей в сторону Грузии. Что происходит? Почему все уезжают в Грузию? Неужели в России что-то происходит? Новости сверхдержавы. Ну что ты будешь делать? В Чувашии теперь батюшки будут приходить в женскую консультацию и рассказывать женщинам, почему им нужно сохранять беременность. Каждая россиянка, кто встретит вот такого батюшку в женской консультации, должна подойти к нему и задать вопрос: а что вы, собственно, отче, думаете про патриарха, который уже 4,5 года никак не требует остановить войну? Почему он не выходит к главнокомандующему вашему и не спрашивает, когда вы прекратите войну? Мы требуем, чтобы вы прекратили кровопролитие. Согласно евангельской заповеди «Не убий». Потому что это наша вера. С вами же Бог. Вы же, под какими знаменами идете? С нами Бог. Ну какой у вас тогда Бог, если ваш Бог вам прямо сказал «не убий»? И как бы то ни было, патриарх, как лицо, главное лицо православной церкви, русской православной церкви, должен выйти к Путину с требованием остановить войну. Требование хорошее. Правильно. Но я думаю, это скоро не произойдет. Мне знаете, что самое интересное? Это хорошо, что священник еще не присутствует при зачатии. Где это требование? Вот это я понимаю. Открыли памятник Сталину в Якутии. Там все есть. Богатейший регион на алмазы. Все живут очень хорошо. Ну, давайте посмотрим на самом деле. Мне кажется, только вот бюста Сталина там не хватало. А так страна, в принципе, и Якутия там вообще процветает. Смотрите. Сейчас я покажу один дом в городе Якутске. Ну, капец. Сам по себе дом каменный. Эта стена вообще, она вся ломается.
Там вон какие-то, не знаю, какие-то стяжки, что ли, что-то. Зато для полного счастья им не хватало бюста Сталина. А так все отлично вообще, супер. Очень по-современному. Европа вся... Нет, водопровода. Канализация. Но так он получается посуду мыть. На тазике? 21 век. И ты составил. Непонятно. Я не стал показывать, зачем это проблема. Я спросил, не посуду мыть. Посуду мыть в тазике. И в этом доме живут люди с детьми. Пожилые люди живут. Этот дом изначально, как я понял, строился там в каких-то 80-х, 80-х годах, как общежитие. Нет воды. Воду они как-то привозят, увозят. Нет канализации. Тут есть вот канализация, которая самодельная. Сваи у дома уже в таком вот печальном состоянии. Ну, зачем тут такие доски примотаны? Летом под домом там все в воде, сейчас там лед. Это, видать, какие-то подпорки, чтобы он не упал. Типа. Ну, собственно, сюда не выливают жидкие отходы из квартир. Он стоит недавно выносили. Ну все, поставят сейчас бюст Сталина. Сейчас заживут, вообще шикарно все будет. Как в 21 веке. Зато НАТО нечего будет захватывать. И вот он, туалет. Да, сваи, да, сваиваются. Ну вот так. Некоторые живут 21 века. Тут что ж некоторые. Богатейший регион России так живет. Все правильно, все по плану. Вот я сейчас культивирую поле на тракторе, который в 2021 году стоил 8 миллионов, а сегодня стоит 15 миллионов. Цена трактора выросла в 2 раза. Палит он солярку, которая в 2021 году стоила 50 тысяч за тонну, а сейчас 170 тысяч за тонну. Топливо выросло в 3, чуть-чуть больше, чем 3 раза. И все это для того, чтобы вырастить пшеницу, которая в 2021 году стоила 14 тысяч за тонну, а сейчас стоит 11 тысяч. 80% от стоимости 2021 года. Что-то этот тракторист знает, походу, к чему ведет. Вот делаешь все это, работаешь, стараешься, а в голову лезет мысль, а для чего мы работаем-то? Действительно, для чего-то работаете. Я вам расскажу. Для того, чтобы Владимир Владимирович взял бумажку, вышел, на России на Первом канале рассказал. Все по плану, все работают. Для участников СВО подготовили места. Все отлично, все супер. Друзья, что думаете по этому поводу? Напишите комментарий. Прошу поддержать канал подпиской. Поставьте лайк. Спасибо за просмотр и до скорых встреч.